Привет! Меня зовут Воронкова Юля, я очень люблю сладкое и не люблю полнеть. В этом видео я покажу очень интересный низкокалорийный орехово-карамельный торт. Для бисквита смешиваю 100 грамм арахисовой муки, 6 грамм разрыхлителя, 1 грамм ксантовой камеди, щепотку соли и немного ванилина. В отдельную миску разбиваю 4 яйца. К яйцам добавляю 50 грамм эритрита и взбиваю миксером до пышной пены. Просеиваю через сито половину сухой смеси. Аккуратненько перемешиваю миксером на медленной скорости, буквально несколько движений. Высыпаю вторую половину сухой смеси. И также аккуратно перемешиваю миксером на медленной скорости, но немного подольше, чтобы все перемешалось, но при этом пена не осела. Здесь я специально ничего не обрезала и не ускоряла, а перемешивала ровно столько, сколько вы видите. Выпекать буду в двух формах диаметром 16 сантиметров, чтобы бисквит точно не осел. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Готовые бисквиты накрываю полотенцем, а когда они немного остынут, накрываю крышкой и отправляю в холодильник. Делю бисквит на 4 равных коржа. Очень удобно делать это с помощью канцелярского ножика и нитки. Слегка прорезаю бисквит по периметру, а потом стягиваю крест-накрест нитку. Этот бисквит очень похож на обычный классический, только с ореховым вкусом. Для крема на сухую сковородку высыпаю 50 грамм сухого молока и при постоянном помешивании обжариваю до золотистого цвета на среднем огне. Молоко превратится в такие комочки. Их нужно поместить в блендер и измельчить в пыль. Теперь выливаю в миску 400 мл ряженки. Добавляю 8 грамм подсластителя или 30 грамм эритрита. Туда же высыпаю обжаренное сухое молоко и перемешиваю венчиком до однородности. А здесь я предварительно замочила 6 грамм желатина в 30 мл воды. Отправляю в микроволновку буквально на 10 секунд. Растаявший желатин выливаю в крем. Тщательно перемешиваю и сразу начинаю собирать торт, чтобы желатин не успел схватиться. В кольцо для сборки торта вкладываю ацетатную ленту, но это не обязательно. Выкладываю первый бисквит, пропитываю обычной ряженкой. И выливаю четверть крема. А здесь у меня 40 грамм крупно раздробленного грецкого ореха. Высыпаю сверху треть от общей массы. Кладу второй бисквит и таким же образом повторяю еще 2 слоя. Четвертый бисквит совсем легонько прижимаю. Также пропитываю и выливаю остатки крема. Немного потрясу, чтобы крем хорошо распределился, и отправляю в холодильник минимум на 6 часов. В
Вместо арахисовой муки можно использовать и миндальную, но арахисовая придает именно ореховый вкус, чего не даст миндальная. Да и стоимость у арахисовой в 5 раз ниже, чем у миндальной. Также вместо крема из ряженки я пробовала делать заварной крем из топленого молока, но с ним мне понравилось гораздо меньше. Карамельного вкуса я там не нашла, а у этого крема получается очень интересный карамельно-сливочный вкус. Сильно дробить орехи в торте не стоит, потому что мелкие они практически не ощущаются. Если вам понравился этот рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Приятного вам аппетита!